описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы на китайском сервере 8 сезон, 5 день сезона. И мы здесь для того, чтобы посмотреть на нового героя, который ворвался в топ воронки. В составе команды Ауры. В основном. Почему? Потому что у него лечения нету, но у него есть огромные щиты и плюс некоторые навыки поддержки. И за счет наличия Анализис, который обеспечивает очень неплохое лечение, и плюс ко всему еще и щиты дополнительные, они у нас здесь, я так понимаю, смотрятся очень неплохо. Что ж, давайте посмотрим на его навыки, на его пробуждение и посмотрим, как они работают в бою. Итак, это у нас Солмо. Я не переводил, как у него там называется раса, назовем его Тауреном, да? По аналогии с одной известной игрой. Правда, многими уже забытой. Это у нас Солмо, почитатель пустоши или пустыни. Такой вот шамано-дредский чувак. Выглядит он вот так вот, дизайн довольно-таки детализированный, интересненький. Это у нас редкий герой поддержки 8 сезона. Его можно будет получить на старте сезона. И наконец-то у нас хотя бы кто-то полезный появился среди новых героев. Потому что мы видели, да, кого нам дали в 7 сезоне, кого нам дали в 6 сезоне. Пока что он вроде бы среди них наиболее полезный. Но со своими, конечно же, особенностями. Итак, его пассивный навык. Пока персонаж находится на поле боя, каждые 6 секунд он накладывает на союзника перед собой щит, прочность которого составляет 10% от максимального запаса здоровья цели. После этого персонаж получает 1 уровень закалки. Каждый раз, когда персонаж получает урон, он также получает 1 уровень закалки. Итак, эту закалку он никому не дает, только себе. И соответственно, когда он же получает урон, он также получает этот уровень закалки. И максимальное количество этих эффектов закалки 10. Что за закалка такая? Что она дает? Она у нас дает 1% мастерства и 1% максимального здоровья. Каждый эффект. То есть всего 10% максимум. Получается, он это дает сам себе. Боевой навык накладывает на 3 союзников с наименьшим процентом здоровья щит, прочность которого равна 10% от максимального здоровья цели и 2000% от собственного мастерства. Дополнительно, в зависимости от количества уровней закалки, применяются следующие эффекты. 3 уровня с вероятностью 75% снимает с цели 1 отрицательный эффект. 6 уровней накладывает повышение защиты 2 уровня на 5 секунд. И 9 уровней накладывает иммунитет к отрицательным эффектам на 5 секунд. При этом прокачка навыка дает еще 20% толщины щита. Довольно-таки неплохой боевой навык, хоть он и ограничен с количеством союзников, но на целых 3 это уже неплохо. И плюс ко всему, ничего себе, он может и очистить. Правда, к сожалению, 75% только шанс. Это плохо, но вполне себе терпимо, наверное. Соответственно, баф защиты и иммунитет, пускай даже на 5 секунд, тоже очень неплохо, учитывая, что дается на целых 3 союзников. И перезарядка у него стандартная, то есть 10 секунд. Начальная 5 и затем 10. И абсолютный навык. Призывает тотемный столб, который каждую секунду накладывает на всех союзников складывающийся щит с прочностью равной 6% от максимального здоровья цели, плюс 300% от мастерства, то есть просвещенности. А также 75% вероятностью снимает с вражеской цели 1 положительный эффект. Тотемный столб существует 5 секунд. За каждый уровень закалки, имеющийся у Солмора, время существования тотема увеличивается на 1 секунду, но в сумме не более 10 секунд. То есть максимальная продолжительность действия тотема при одном использовании навыка 10 секунд. И вот здесь вот уже заложена, мне кажется, основная суть этого персонажа. Он дает, во-первых, очень много щитов, то есть по 6% здоровья плюс 300% от просвещенности. И каждую секунду, в течение получается максимум 10 секунд. То есть 60% здоровья цели и еще 3000% просвещенности. Нифига себе, я вам скажу. Еще и снимает с вражеской цели, пускай и не со 100% вероятностью, положительный эффект. Вообще, кстати, вот это не 100% снятие, это очень плохо на самом деле, потому что часто у нас это влияет на тайминги, так как, допустим, у какого-нибудь финального босса, в зависимости от количества усилений либо ослаблений, то есть на нас либо на нем, он может использовать дополнительные какие-то навыки либо свойства навыков, которые будут либо сбивать энергию, что-то такое делать, либо накладывать замедление, то есть это плохо на самом деле, и из-за этого ограничения вполне возможно, что он будет играть, хуже, чем мог бы. Всегда не 100% вероятность какого-то эффекта, это всегда плохо. Хотя здесь 75% это довольно-таки высокий шанс.
При этом, опять же, при прокачке навыка у него здесь не идет увеличение шанса, только увеличение толщины щита. Время срабатывания у него стандартное в абсолютном навыке, то есть 12 секунд 20, это у нас уже с пробуждениями показывается, так как мы смотрим через галерею. Ну и, собственно, по навыкам все. Довольно-таки сильные эффекты. Куча щитов и вот эти вот эффекты поддержки. Что у него за талант? У него здесь 20% раздачи сопротивления есть. У него есть здесь зачем-то эффект, как, допустим, у Филоси, на снятие одного ослабления при полной зарядке энергии абсолютного навыка. Также, ну, в общем, у него навыки как у Филоси здесь. То есть вот здесь вот 5% щит на союзника с минимальным здоровьем. Здесь при получении урона там 10%, по-моему, щит дает на 10 секунд. Вот такой вот набор, как у Филоси, полностью как у Филоси. Но есть у него такой эксклюзивный свой талант. Каждый раз при снятии положительного эффекта с врага дополнительно уменьшает его щит на величину, равную 300% от мастерства. Ну, в определенных ситуациях это может пригодиться. Когда у нас есть усиление у противника и есть щиты. Ну, довольно-таки специфичная ситуация, но, скорее всего, такие ситуации будут. Ну, интересный дополнительный эффект, но он абсолютно ситуативный. То есть, по-хорошему, этот талант мы будем включать только в определенных ситуациях, да, когда такое вообще возможно. Ну, есть и есть. Эффект, в принципе, неплохой, то есть, ко всему прочему, он еще и щиты будет снимать. Прикольно. А теперь давайте посмотрим пробуждение. Первое пробуждение у него стандартное, то есть снижается урон при попадании под контроль на 20%. Вот второе пробуждение у него уже поинтереснее. Максимальное количество слоев закалки 15 становится вместо 10. Это, получается, он будет иметь уже прирост 15% мастерства, просвещенности, то есть, и 15% очков здоровья. Ну и плюс ко всему, соответственно, будут даваться больше щиты. Третье пробуждение у него стандартное, 30% очков здоровья. Четвертое тоже, это у него 30 единиц ускорения. Но самое интересное, по-моему, у него в пятом пробуждении. И пятое пробуждение такое, что значение щита, применяемое персонажем, будет увеличиваться в зависимости от количества эффектов закалки. И за каждый эффект будет добавляться 3%. 3% и 15 эффектов закалки. Я не знаю, так ли это будет в бою, у меня здесь пятого пробуждения нету, я бы с удовольствием проверил. Но это 45% дополнительного щита, при том, что он получается здесь и так очень-очень-очень жирным. То есть у него снижения урона нету, только косвенное, это у нас вот этот баф на защиту, причем не всем, да, только 3 союзникам. Это значит, что как Филоси, за счет снижения урона он прям вот сильно повышает живучесть команды. В случае там битвы на воронке, когда урон у противника вырастает довольно-таки сильно, не сможет. Но он это компенсирует огроменными щитами. И в случае с абсолютным навыком, как здесь было написано, что каждую секунду получает складывающийся щит в течение 10 секунд максимум. Это значит, что время действия у этого щита в сумме будет 20 секунд. Ну, это шикарно, потому что последний тик у него будет на 10-ю секунду. И, соответственно, после этого уже начинается 10-секундный отсчет. 20 секунд щит. Причем щит огроменный, а с пятым пробуждением там вообще что-то заоблачное, мне кажется, будет. Я не могу сказать, что герой имба, потому что лечение у него не заложено вовсе. Процент вот этот срабатывания некоторых эффектов не 100%. И плюс ко всему, с боевого навыка тут вот эти эффекты дополнительные только на ограниченное количество союзников. Но при этом довольно-таки сильный герой поддержки, и это мы сейчас увидим в бою. Давайте сначала в более комфортной обстановке, когда у нас нету тут мельтешения эффектов, куча героев, куча там вот этих всплывающих цифр, тут у нас манекенчики. И мы здесь комфортненько можем посмотреть, как работают его навыки. Итак, я здесь поставил, давайте я другого кого-то поставлю. Я здесь уже тестировал команду с горением. Поставлю вот так вот горение. У нас в 8 сезоне связь стихий огонь и свет, поэтому ставим их. И как там написано в пассивном навыке, он дает щит каждые 6 секунд в течение боя тому союзнику, который находится перед ним. То есть он выбирает его в качестве, грубо говоря, танка, либо ДД, которому сложно выживать без этих щитов. Также я хочу напомнить, что есть у нас такой замечательный артефакт, он появляется в 8 сезоне. И здесь этот артефакт восстанавливает до 30% от урона, который разбил наш щит. То есть, когда у союзника есть щит, который накладывает владелец вот этого артефакта, когда этот щит разбивается уроном, то тот, на котором этот щит был наложен, получает 30% от этого урона в качестве лечения. И этот эффект срабатывает раз в 10 секунд. Небольшой эффект, да, довольно-таки скромненький, я бы сказал, жиденький. Но при этом за счет толщины щитов он может иметь вполне себе хорошее применение. Давайте посмотрим.
как это происходит. Смотрите на Дурема. Видим, что он каждые 6 секунд получает щит. С боевого навыка тоже получают наши союзники щиты. Вот щит был. Вот щит был. Вот щит был. Ну, то есть, видим, каждые 6 секунд получается щит. У нас здесь 59 уровень, поэтому щит не такой уж чтобы большой. Очков здоровья у нас мало. При этом, когда он использует свой абсолютный навык, он начинает давать, вот этот столб призывает, и каждую секунду дает щит. Причем этот щит, видим, он наращивается. И посмотрите, какая величина у этого щита. Ну это же кошмар просто. И он в итоге в сумме держится 20 секунд. За счет того, что, как я уже сказал, да, время начинает отсчитываться после последнего срабатывания на 10-й секунде. Щиты просто огроменные. Вот это вот значок, вот этот беленький, это у нас артефакт, который вот будет лечить. В случае, когда у нас этот щит разбиваться будет уроном. Здесь у нас разбивать нечему, поэтому этот эффект срабатывать не будет. Никакого лечения мы здесь не получим. И видим, что у нас всего 3 союзника, да, и они все получают вот этот эффект на иммунитет и на баф защиты. И плюс ко всему еще и щит. Ну, на самом деле интересно. И давайте тоже на воронке попробуем его. Кстати, я никакие навыки не переводил. Я не знаю, что происходит здесь на боссе. И может быть чего-то я здесь не учел. Я просто поставил наших героев и все. И смотрел, как идет бой. А навыки вот эти я не изучал, что здесь происходит. Поэтому это мы еще потом посмотрим. Расстановка у нас здесь такая своеобразная, потому что босс будет нас в начале боя отталкивать. А так как у меня здесь Джорн стоит, да, мне нужно, чтобы у нас наши герои были вокруг него, оставались. Здесь у нас вот такая вот команда получилась. Вот такая вот. Наш Солмо с этим артефактом, с этим сетом. Дурем в урон, Карф на разломе. Ну, это ракушку я случайно оставил. Но ракушка здесь очень плохо срабатывает, потому что у нас есть оглушение на боссе. Он нас будет оглушать, в общем, Джорн будет плохо накладывать штраф к атаке, и, соответственно, ракушка будет очень плохо срабатывать. Плюс ко всему 12-й, да, прокачка 12-го эффекта, там не 100% срабатывание. Ну, в общем, отдел в то, что было. И одна заливка здесь есть, то есть у него заливки нету. По-хорошему у нас здесь мы ставим второго героя поддержки, и тогда можно ставить, я имею в виду Света, и тогда можно ставить кому-то заливку на него. Либо собираем через руны ускорения. Здесь у меня пока что такой возможности нету. И давайте посмотрим. Во-первых, смотрим на щиты. Сейчас босс нас оттолкнет. Вот он оттолкнул, и мы все стоим вокруг Джорна. Меня, в принципе, устраивает, больше он нас отталкивать не будет. Ну, то есть будет пытаться, но место наше не изменится. И смотрите на эти щиты. Ну, это капец просто. Мало того, что они огроменные, так еще и 20 секунд. И питомец здесь Джин. То есть я специально поставил такую нормальную сборку без завышения какой-то живучести. И Дурем реально в урон одет. Ну и вот так вот бой будет проходить. И давайте я вам его ускорю, и вы посмотрите, как он будет выживать. И получается, за счет наличия Джорна, да даже без Джорна на самом деле, а учитывая, что Солмо держит эти щиты 20 секунд, то есть если у нас урон, либо щиты сильно толстые, либо урон не сильно высокий, то у нас щиты держатся просто весь бой и не спадают. И это особенно актуально для команды Ауры, потому что у них очки здоровья, да, помним мы это. То есть у них упор идет в очки здоровья, и, соответственно, щиты становятся, ну, невероятно жирными. У меня здесь команды Ауры нету, поэтому я вам показать не могу. И они живут, можно сказать, весь бой, только в конце уже урон слишком высокий становится. Также, учитывая, что в команде Ауры есть у нас анализис, то есть есть еще и лечение, плюс дополнительное вот это снятие эффектов там, да. Мало того, что он тоже иммунитет дает и снимает, очищает, так еще и анализис точно это будет делать, причем массово. Поэтому я так понимаю, что этот герой будет довольно-таки полезный нам. И величина лечения, видим, 9000 у меня было там, по-моему, и побольше, 9 там с копейками. Причем, если забрать вот этот артефакт и поставить, например, жилетку, которая будет снижать урон входящий, результат будет вот такой. То есть при уроне, который может щиты не разбивать, то есть его достаточно. Щитов я имею в виду, чтобы держать именно щиты, чтобы они не спадали.
Плюс еще снижение добавляется от жилетки. У нас получается лечение становится ниже, но команда живет весь бой. И мы знаем, как проходит урон на континентальных испытаниях и на первой фазе финального босса. Часто у нас, допустим, там какого-то эффекта незначительного лечения, либо щитов достаточно. Как вот, например, с Филосией у нас команда Ледяного Взрыва живет, да, только за счет таланта на лечение. Так, допустим, и здесь. Только уже совсем без лечения, а максимум вот этот артефакт добавлен. Ну, интересное сочетание и интересный герой. И давайте попробуем сравнить. Коряво, конечно, криво, косо, но попробуем сравнить с Синареллом. Синарелла я одел здесь в атаку вместо просвещенности и дал ему посох, чтобы он еще щиты какие-то давал. Ну и плюс ко всему, чтобы чаще ходил и накладывал штраф к атаке, хотя у нас здесь есть Джорн, в принципе, это было избыточно. 2 таланта я ему здесь тоже докачал, и давайте посмотрим. Ну и получается заметно хуже. У нас, во-первых, у Синарелла видим 2400, то есть вообще не тянет, да, даже там со штрафами. Атаки со всем вот этим. Не тянет. Живут недолго, недостаточно, лечения, то есть щитов, недостаточно. Да, может быть, когда у нас будут уже более высокие уровни характеристики, Синарелл будет уже более убедительным, да. Но первое сравнение, которое у меня здесь есть, вот такое. И давайте попробуем сравнить с Линой. Я поставил здесь Лину, передал снаряжение, на защиту у меня здесь особо ничего нету, ну, тестируем, что есть. Ну и здесь тоже все довольно-таки плохо. Лечения мало, живучести мало, урон подрос, наверное, за счет ускорения от Лины. Но результат вот такой вот. То есть наш новый Таурен может быть очень даже полезным. Но учтите, что это у нас начальная стадия сезона, плюс ко всему тут еще с переводом надо посмотреть, и с боссом, с навыками, со всем вот этим. То есть может еще много чего поменяться, но предварительно вот так. Надеюсь, вам тоже было любопытно на это посмотреть, как и мне. На этом все. Всем спасибо и всем пока.